Привет, друзья! Меня зовут Анна, и вы у меня дома. Вау! Один из моих англоязычных зрителей, да, у меня теперь есть и такое, написал мне о том, что ему было бы очень интересно узнать, а как у меня вообще организована моя гардеробная. Как я храню дома вещи, как они у меня развешаны, как вообще вся эта организация хранения выглядит. И какой логикой я руководствуюсь, когда собираю образы, планируя куда-то пойти. И я подумала, что это правда очень классная мысль. Тем более, что я действительно вкладываю много времени, сил и вдохновения в организацию той материальной категории жизни, которая меня так сильно вдохновляет, а именно одежда, аксессуары, обувь и так далее. Поэтому сегодня я решила пригласить вас на небольшую такую экскурсию в святая святых, в то место, где рождаются мои образы, где они собираются иногда сами собой, иногда путем тщательной компоновки и перекомпоновки. Мы с вами посмотрим, как я организовала хранение своей одежды, текущей и той, которая относится к другим сезонам. Покажу, что я придумала для того, чтобы обувь у меня всегда хранилась эстетично, но при этом была под рукой. Покажу, как я храню свои сумки, украшения, парфюм и так далее. Ну и, в общем, немножечко вас приглашу к себе в гости. Уже не терпится, на самом деле, вам все это показать, так что поехали! Прямо сзади меня вся красота этого мира. То, что я собирала годами и немножко Паши, для того, чтобы сегодня чувствовать себя максимально уверенно, аутентично, не тратить много времени на сборы, когда мне нужно куда-то пойти, запланировано или нет. Здесь я систематизировала и распределила по категориям все свои вещи. Сейчас поподробнее чуть-чуть расскажу, как это все устроено. Но сразу оговорюсь, что сейчас здесь представлена только та одежда, которую я ношу в текущий сезон, то есть конец весны, лето, начало осени. Но у нас сейчас такое лето, что категории немножко смешиваются. Потом обязательно покажу, что мы с Пашей устроили для того, чтобы хранить верхнюю одежду и более теплые категории. Все бы здесь, конечно, у меня не уместилось. Начнем мы с края моего рейла. Здесь у меня хранятся сумки. Я придумала для них такую систему. Купила 2 подвесные корзины на Wildberries. Ссылки оставлю все на классные штуки обязательно внизу под роликом. Мне очень хотелось, чтобы эта система хранения была визуально наглядная, чтобы я, бросив на нее взгляд, сразу понимала, какую сумку можно взять. При этом эстетичной, и чтобы в нее влезало побольше. Здесь, сразу скажу, представлены не все сумки, часть из них у меня хранится еще в одном месте, тоже вам его покажу. Но здесь то, что я ношу сейчас чаще всего, то, к чему быстрее тянется рука. Что мы здесь видим? Значит, у меня здесь 2 красотки от Макей в бордовом и черном цвете. Их прародительница, с которой все началось, белая сумка бренда C&S, которая меня своей вот этой квадратной формой вдохновила на покупку аналогичных. Чуть-чуть побольше уже такса от бренда Drop the Bag. Коричневый такой оттенок, который у нас появляется, повторяется. Здравствуйте. И повторяется у нас вот здесь еще в одной сумке. И большие черные и коричневые сумки, не буду их доставать. Здесь у нас Ричеза, здесь Элиги и сумка Ушатавы из старых-старых коллекций. Наверху вот эти маленькие квадраты я тоже использую не впустую. Здесь у меня хранятся платки. Например, вот этот от бренда Остин из коллекции, которая была посвящена Сергею Есенину. А в втором треугольничке у меня хранятся пояса, и всякие вот такие вот аксы от Ушатау, в основном ленты, которые я тоже использую для декора. Двигаемся дальше. Следующая категория, которая у меня здесь представлена, это пиджаки. У меня здесь их много, естественно, и развешаны они у меня в следующей логике. Начинается все с длинных моделей, затем переходит к более коротким, потом летний пиджак, ну и дальше уже следующие категории начнутся. Здесь уже то, что мы с вами давно знаем и любим, видели во многих моих образах. Например, пиджак, пальто Ушатава в черном цвете, которым я дополнительно, кстати, приделала недавно подплечники, чтобы оно было еще более таким драматичным. Вот, оно висит с края, потому что вот в такую пасмурную погоду, как сейчас, я очень часто накидываю его как аналог плаща. Дальше здесь у меня клетчатое пальто-пиджак и продублированная версия в сером цвете. Сейчас в Ушатава какой-то катастрофический сейл был. Вот, и я решила, что пока есть, надо брать, и купила себе еще дубль в сером цвете. Тут коричневое длинное пальто, пиджак от бренда Эклата. И завершает категорию длинных пиджаков у меня
жилет Дачи, так как он тоже длины макси и в пол, он у меня здесь висит таким своеобразным разделителем между длинными пиджаками и короткими. Короткие пиджаки. Несмотря на то, что обычно вот этот теплый пиджак из твида из новогодней коллекции у меня хранится летом в коробках, сегодня такое лето, какое же это лето. Вот, поэтому он у меня сейчас висит здесь и разделяет между собой две категории. Тут у меня набор, значит, черной красоты, дроп шолдер, That's Fit, потом серый пиджак в клетку плоского кроя, и отделяет их от летнего пиджака у меня белый пиджак бренда MAC. Вообще я стараюсь использовать цвет в своем гардеробе как некоторый разделитель, который позволяет мне быстро сходу определять, где заканчивается одна категория и начинается следующая. Почему он у меня разделяет пиджаки? Ну, потому что сейчас лето. И здесь чуть отдельно висит новый пиджак бренда Muted из льна. Я показывала его в недавнем видео. Следующая категория, которая у меня идет после пиджаков, это платья. Платья у меня также разделяются на платья с длинным рукавом, затем идут платья с коротким. Что по длинным? Ну, конечно же, моя архивная вещь, которая была мной приобретена первой в бренде Ушатава, это шуршащее платье. Никогда с ним не расстанусь, и хоть сейчас я не так часто его надеваю куда-то на выход, оно для меня очень большое значение имеет. У меня висят два похожих между собой платья. Это платье из тонкого трикотажа, и второе, которое висит рядом с ним, надето сейчас на мне, это платье из сетки. У них идентичный крой, длинный рукав, они оба полупрозрачные, поэтому, мне кажется, это вполне логично. Потом платье в горох и серое платье из невышедшей коллекции. Разделителем между платьями с длинным рукавом и коротким у меня снова выступает белый цвет. Это тоже платье Ушатавы, я у него отрезала рукава, потому что оно из полиэстера, и в нем очень жарко с длинным рукавом, но оно так классно смотрится с черными пиджаками, что я не могу от него отказаться. Дальше тут идет куча летних платьев одинаковых, например, 3 черных платья, которые между собой дико похожи, но они на самом деле очень разные. Атласное платье, платье, которое я сшила своими руками, и платье из хрустящего хлопка, или как-то оно так называлось. Дальше платье с тонкими лямками на совсем жару, вообще бесхозные в этом году висят. А дальше у нас начинаются юбки. Разделителем у меня выступает юбка от бренда Be Free, видели это уже в предыдущем видео. Куча юбок, которые я сделала своими руками на самом деле. Это юбка из тонкого трикотажа, которую я сшила, и юбка фатиновая, которую я надеваю под низ платьев, которые чуть короче, чем мне бы того хотелось. Ну, тут, значит, юбки, 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 и разделителем выступают молочные брюки бренда «Снежная королева», тоже с предыдущего выпуска. Благодаря тому, что они висят здесь, я сразу понимаю, что дальше у нас идет категория брюк. Ну, тут ничего интересного. Все эти модели вы прекрасно знаете. И следующие — это верхи. Здесь куча белого, на удивление, да? Рубашка Остин длинная, полупрозрачная. Дальше куча рубашек «Снежная королева». Некоторая новинка в горошек. Вот такая купила на сейле в Остине. У нее очень прикольные рукава, такие как кейп. Обязательно покажу в следующем видео, как я ее стилизую. И дальше верхи без рукавов. Короткие майки, блузки, ну, в общем, все такое. А дальше вот этот маленький фрагмент — это весь Пашин гардероб. Надеюсь, ты не обижаешься? Говорит нет. Вот, я все-таки не могу его выселить в отдельный шкаф, потому что у меня нет отдельного шкафа, поэтому он живет здесь, вот ютится в маленьком уголке. Ну, собственно, вот мой гардероб, вот так он выглядит. Повторюсь еще раз, это не вся одежда, которая у меня есть. Мы потом сходим с вами в склад и обязательно посмотрим. А сейчас я предлагаю посмотреть, как у меня устроено хранение обуви. Значит, обувь. Обувь, которую я ношу прямо сейчас, у меня хранится прямо перед выходом в обувной полке. Покажу. Пока покажу, как я организовала хранение всех остальных пар. Меня бесят вот эти вот коробки, которые все разные, все цветные какие-то. Это некрасиво. У меня было 2 захода организации хранения обуви. Сначала я купила прозрачные коробки. Вот здесь вот будет фотография, как это выглядело. Но меня это не устроило, потому что кое-какие пушистые жопки, 2, обычно туда садятся, и коробки приминаются, получается, короче, не очень. И я попробовала другой заход. Я купила черные коробки, картонные, одинаковые, и организовала вот здесь под гардеробным шкафом для них хранение. Что из себя представляют эти коробки? Вот такая коробочка, просто черная, собирается очень быстро, плотная, тяжеленькая. Внутри лежит
обувь. Здесь, например, белые туфли бренда Tendance. И так как куча коробок одинаковые, чтобы их не перепутать, я придумала вот такую вот систему. Я прикрепила сюда с помощью бейджа надпись, где, собственно, указано название модели. При этом можно будет надпись менять, потому что, естественно, в зависимости от сезона состав этой обуви будет меняться. У меня получилось 1, 2, 3, 4 ряда коробок, в которых хранятся мои сапоги, ботинки, полуботинки, в общем, все, что мне нужно в сезоны, когда мокро, холодно и не так приятно, как сейчас. Тут история чуть менее эстетичная, свет не очень хороший, но все равно вам должна показать. Здесь у меня небольшой рейл с вещами, которые я накидываю и беру в руки прямо перед выходом, поэтому, собственно, он находится рядом с выходом из дома. Как я уже сказала, что лето у нас в этом году не очень, поэтому у меня здесь даже плащ висит. Теплые пиджаки еще 2 и Пашин тоже очень красивый плащ. Далее у меня здесь тоже 2 подвесные корзины. Одна из них с сумками. Здесь наш любимец Be Free, некоторые малышки, плетеная летняя сумка. А второй, здесь у меня хранятся головные уборы, всякие совсем крошечные аксессуары, и зимой здесь лежат перчатки. Вот здесь у меня хранятся мои очки. Тоже очень классную систему хранения для них придумала. Удобно выезжают. Надел, покрасовался. И убрал назад. Надо докупить еще один такой прямоугольник, потому что количество очков все растет и растет. Хочется, чтобы у них у всех был свой домик. И здесь вот у меня есть обувная полка, где хранятся все летние модели, которые я надеваю сейчас, когда выхожу из дома, и мне нужно что-то, в общем, быстрое надеть. Сейчас покажу еще хранение одежды, которую мы не носим сейчас. Те же самые черные коробки, которые мы уже видели, здесь выселены на балкон Пашина обувь. И вот эти вот огромные коробки, там у нас с помощью вакууматора собрана наша одежда. Например, здесь теплое одеяло, ниже пальто и пуховики. В общем, такой вот огромный-огромный склад. Но мне кажется, он все равно выглядит довольно эстетично, лучше, чем вещи просто висели на рейле и обгорали на солнце. И еще одно место, в котором также хранятся вещи, полезные мне для образов, это моя комод. Это моя комод, где у меня мои духи, мой парфюм, которым я пользуюсь, тоже сейчас обязательно поближе его рассмотрим. И с другой стороны от меня, вот там вот у меня шкатулка с украшениями. Тоже сейчас будем вблизи их разглядывать. Сейчас я только кофеек глотну. Здесь у меня парфюм. Он на 2 полочках. Тоже очень классная придумала идею с металлическим хранением. Взяла вот такую вот подставку под специи и на ней расставила духи. С противоположной стороны вот мой шкафчик с украшениями. На самом деле обычная шкатулка, которая, как обычно, была сделана с золотой фурнитурой, но я перекрасила в черный и сделала такую вот красоту. Смотрите, смотрите, смотрите. Сокровище. Сокровище. Все это мы с вами будем сейчас использовать, когда будем собирать мой образ. Вообще, конечно, сборы начинаются не здесь, а в ванной и рядом с косметическим зеркалом, но это вы могли уже видеть в видео, которое называлось Get Ready With Me, и которое я сняла для вас раньше. Обязательно будет ссылка в описании, и где-то вот здесь вот еще появится плашечка о том, что можно на него перейти. Ну что, время собирать образ. Какой же логикой я руководствуюсь, когда собираю свои образы? Конечно же, я отталкиваюсь от реальности, в которой мы живем. У нас сегодня пасмурно, дождливо, порядка 20 градусов, поэтому я думаю, что у нас точно будет сверху какое-то ключевое изделие. Второе, я начинаю с низов, как бы странно это ни звучало. Потому что низы определяют комфорт на самом деле, лично для меня. Поэтому я начну с того, в чем я уже точно уверена. Я знаю, что внизу у меня будут надеты брюки. Потому что, напомню, лето — это единственный сезон, когда я ношу брюки. Я надену свою самую популярную и любимую в этом сезоне и в прошлом тоже модель. Это прямые брюки с защипами внизу от бренда Zarina. Дальше у меня есть 2 варианта, которые я рассматриваю на текущий день. Это либо коричневое пальто от бренда Eclata, либо серое пальто-пиджак от Ушатава. Давайте попробуем собрать образы с каждым из них, и потом я уже на чем-то остановлю свой выбор. Чтобы собрать с коричневым пальто-пиджаком образ, я думаю, что вниз стоит надеть что-нибудь светлое, поэтому возьму вот такую майку от бренда Marc Formel и поддержу ее потом, скорее всего, белой обувью. Вот такой нестандартный для меня немножечко лучок. Но у нас сегодня всякие полезные рабочие дела, домашние. Вот домашний шопинг, поэтому мне нужно, чтобы мне было удобно. Ну и давайте накинем сверху пальто-пиджак.
Вот такое красивое, благородное, на мой взгляд, сочетание коричневого, черного и белого у меня получилось. Сейчас добавим сюда обувь. У меня это будут белые лоферы бренда Эконика. И присоединим какую-нибудь сумку. Итак, белая футболка, коричневое пальто-пиджак бренда Эклата, брюки бренда Зарина и белые лоферы. Какую бы сумку нам сюда добавить? Я думаю, что стоит поддержать немножко коричневый вайб. Давайте примерим две модели. Первый вариант – это сумка бренда Drop the Bag. И второй вариант – большая сумка, которая будет более мягкой формы. Это будет сумка бренда Ушатава. Ну что, какой вариант оставляем? Второй. Этот? Да. Хорошо. Значит, оставляем такой вариант, и сейчас попробуем примерить еще один образ, чтобы уже в конце концов определиться, в чем мы пойдем сегодня. Для другого образа в качестве ключевой акцентной вещи я буду использовать пальто-пиджак Ушатава в сером цвете, поэтому внутренний слой у меня будет Total Black. Я надену вот эту вот шикарную трикотажную майку от бренда Снежная Королева. Она из плотного материала с широкими плечами, классно подсобирает силуэт, у нее еще такая высокая горловина. В общем, сейчас сами увидите. Она нереально круто сидит, есть еще в других цветах, и мне кажется, как база она совершенно незаменима. Ну и набрасываем на плечи пиджак, пальто Ушатава. Ну, мне кажется, это уже тот или моя униформа. Я себя в этом чувствую абсолютно гармонично, полностью собой, в сочетании черного и серого. Любовь. И я думаю, что на ноги здесь я надену Таби Тенданс в сером цвете, чтобы поддержать оттенок пиджака. Я думаю, что, возможно, к этому образу стоит добавить какую-то акцентную сумку, чтобы он выглядел поинтереснее. Может быть, красную? Как вам? Все отлично. Немножко для меня смеловато, потому что обычно я такие яркие акценты не использую, но почему нет? Может быть, так мы этот образ и оставим. Что останется сделать? Это добавить украшения и, конечно же, аромат. Украшения. Открываем наш ларец. У меня уже сейчас надето мое обручальное кольцо, и нужно к нему добавить какую-нибудь компашку. Что это у нас может быть? Честно говоря, ничего особо придумывать не хочется сложного, поэтому я надену вот такое колечко на большой палец. Возьму супер простое кольцо без декора и надену его на другую руку. И добавлю, наверное, маленькое кольцо на фалангу. Уши. У меня уже надеты мои любимые кафы. Сейчас поддержу их какими-нибудь сережками, которые не будут сильно перетягивать на себя акцент. Наверное, это будут вот эти вот красотки, про которые у меня все спрашивают. Wildberries 300 рублей. Ну и выбираем, конечно же, аромат. Вот моя полочка. У меня сегодня настроение такое холодное достаточно, интеллектуальное, сдержанное. И исходя из этого я уже определяю, какой парфюм мне хочется надеть. Кто у нас в кандидатах на сегодня точно? Это парфюм Rain от бренда Лера Нена. Он пахнет прям асфальтом после дождя. Очень вкусный аромат. Может быть, он сегодня и будет. Сейчас посмотрим еще один вариант. И, наверное, мой самый академический парфюм, который у меня сильно ассоциируется именно с такой вот пиджачно-интеллектуальной эстетикой, это бренд Synonym и парфюм, который называется Quentin. Ну да, конечно, сегодня это однозначно будет он. Но ношу этот парфюм для того, чтобы чувствовать себя еще более аутентично и завершенно. Так, ну как будто бы и все, мы собрались и можем отправляться по нашим важным и полезным делам.
Ну что, друзья, таким получилось наше видео. Мы с вами сегодня побывали в недрах моего гардероба, узнали, как он устроен, как я организовала свое хранение, по какой логике я собираю образы, и даже вместе их собрали и выбрали один из двух. Обязательно поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал и оставьте комментарии, чтобы поддержать мое творчество. Если захотите, также подписывайтесь на меня в Инстаграме и Телеграме, я там буду вас всегда ждать. И, конечно же, не пропускайте новые видео, они выйдут совсем скоро. Всех люблю, всем пока. Все, муж, пойдем.